Давайте, как всегда, да, от 1 до 10 напишите, что вы здесь, живы, дошли, все в порядке. Хотя, подождите, только вторник, должно быть все бодренько и хорошо. Так, вижу, ага, пошла жара. Так, отлично. Так, ну что, неделя вантуванов объявляется открытой. Мы с вами на этой неделе будем встречаться дважды. Все встречи будут и сегодня, и в четверг. И будем встречаться, чтобы поговорить о вантуванах, конечно, как нам подсказывает слайд, и потренироваться в их проведении. Почему целых 2 встречи мы посвятим этой теме, и почему они обе будут вот так прям онлайн-живыми встречами и без лернинга? А все потому, что one-to-one — это основной инструмент работы менеджера с командами, и если уметь правильно им пользоваться, он может приносить огромную пользу и облегчать жизнь как вам, так и вашим контракторам, вашим командам. И мы с вами будем говорить не об организационных стандартах проведения one-to-one, ну, хотя их тоже слегка коснемся, но, тем не менее, будем разговаривать с вами о самом сложном, как развить дискуссию с человеком. И вот это вот мы с вами будем тренировать все 4 часа, которые на эту тему у нас выделены. Сегодня мы с вами поговорим больше о теории, а в четверг будем практиковать проведение вантуванов целиком друг на друге. Сегодня у нас кое-какие части тренировочные пройдут, но вот прям целиком вантуван у вас будет возможность отработать в четверг. Что же касается сегодня, чем мы будем заниматься, о чем будем говорить, мы с вами обсудим, как готовиться к вантуванам, как их начинать и как развивать разговор. Ну и плюс, как я уже сказала, у нас будет немного практики, хотя сегодня больше такая теоретическая у нас с вами будет дискуссия. Это противоречит одно другому, да, теоретическая дискуссия. Все равно мы будем говорить, но больше о теоретических моментах. И давайте переступать уже к самой, собственно, презентации, но перед тем, как мы перейдем непосредственно к вантуванам, давайте зафиксируемся на одной крайне важной мысли. Если человек чувствует, что он для вас важен и что он вам нравится, разговор с вами будет приносить ему радость, потому что в результате ощущения радости у него вырабатывается тот самый нейромедиатор дофамин, о котором мы с вами уже говорили, писали в чатике, который отвечает за удовольствие. И если удовольствие будет ассоциироваться у человека с разговором с вами, то вантуваны будут проходить легко для обеих сторон. Поэтому давайте в наших с вами тренингах мы с вами подойдем к вопросу вантувана именно с этого ракурса. Как сделать этот разговор непринужденным, приносящим радость, но при этом оставить его инструментом, который позволит вам работать с вашими командами. Но прежде все-таки пара важных организационных деталей о вантуванах, без которых ни один, даже самый приятный разговор не поедет. Первое, что стоит понимать, one-to-one — это не синкап для решения текущих проблем, не возможность получить апдейт от контрактора или дать ему свой. One-to-one — это разговор о самом человеке, о его настроении, о его состоянии, о его отношении к происходящему. А сейчас, вот особенно в рамках того, что митинги перформанс-ревью стали проходить реже и сократились по времени, one-to-one — это еще и отличная возможность обсуждать развитие человека, его желания, цели, стремления и так далее. Далее, хороший one-to-one — это митинг с агендой, в которой обе стороны с помощью агенды дают визибилити друг другу о том, что будет происходить на митинге, о чем будет происходить разговор. Это дает ощущение какой-то стабильности и безопасности. Причем ответственны за агенду в равной степени всегда 2 человека. И вы сами, и контрактор, для которого вы one-to-one будете проводить. Видите, это правило прям очень рекомендую с вашими ребятами, с вашими командами. Оно поможет и контракторам чувствовать свою ответственность за происходящее на этой встрече и избавит вас от необходимости вот быть постоянным тамадой и плюс даст безопасный способ контрактору забронировать время на обсуждение той темы, которая беспокоит именно его. Еще один важный момент. Вантуваны должны быть регулярными, вот прям регулярными и достаточно частыми, достаточными для того, чтобы вы успевали держать руку на пульсе своей команды. Насколько частыми они должны быть, решать вам. Здесь еще важно подстроиться под команду, ведь у кого-то, помните, наш индивидуальный подход, все люди разные, да, у кого-то есть потребность общаться с вами раз в неделю, у кого-то раз в месяц, и вам не обязательно здесь устанавливать какие-то прям общекомандные стандарты, здесь лучше отталкиваться от человека. Но вантуваны при этом должны быть забиты в календаре вот с той периодичностью, о которой вы договоритесь с контрактором. Их крайне нежелательно переносить, а тем более отменять. Понятно, что если такое что-то происходит, да, есть необходимость в переносе, это можно сделать, но обязательно с объяснениями, но отменять совсем крайне нежелательно. То есть вантуваны должны войти в привычку у человека,
и у вас самих, и стабильность вантуванов, то есть одни и те же дни плюс-минус одно и то же время даст вашим ребятам опять-таки то самое чувство безопасности и поможет им на вантуванах раскрыться. У них там мозг будет работать в том направлении, что ага, у меня завтра вантуван, значит, мне нужно подумать, о чем я на этом вантуване буду говорить. И, соответственно, если они происходят регулярно, у человека вырабатывается привычка, он начинает задумываться о том, о чем с вами разговаривать на этой встрече. Вот эти важные моменты, пожалуйста, держите их в голове для ваших вантуванов, они точно пригодятся. Ну а мы теперь давайте перейдем, собственно, к самому вантувану. И он, как абсолютно любой другой процесс, состоит из этапов. И первый этап – это, конечно же, подготовка. А как к вантувану подготовиться? Ну, во-первых, сначала крайне важно определить цель разговора. Ну, знаете, там, если говорить какими-то общими терминами общей теории, у каждого общения есть всего 3 глобальных цели. Это дать информацию, это получить информацию и получить удовольствие, наш тот самый дофамин. Ну, в нашем случае я бы еще добавила воспитательные моменты, когда вот надо проработать с человеком какой-то кейс, наставить его на путь истины, такое, безусловно, бывает. Но в большинстве случаев основная цель на вантуванах – это получить информацию, да, определить какие-то риски, с которыми вы впоследствии будете работать. Но вам нужно будет не просто получить информацию, а сначала перед вантуваном определить, какую именно, потому что, получив какую-то общую информацию, с ней непонятно, что делать дальше. Поэтому перед вантуваном нужно поставить цель, чего вы хотите добиться в его результате. То есть то ли мы хотим копнуть в мотивацию, например, то ли у нас есть подозрение, что есть область какая-то, которой человек недоволен, то ли нам надо планово потрогать каждую тему и определить, нет ли там где проблем. То есть вам нужно осознанно перед вантуваном понять, с какой информацией вы хотите после него уйти. Зачем, повторюсь, затем, чтобы вы понимали, с чем вам потом работать. Не с информацией в целом, а с какими-то конкретными кусками информации. Дальше. Следующим шагом определите, как будете раскачивать человека. Почти всем нужно время набрать разгон в разговоре. И для разговора очень хорошо работают вопросы стартера. Очень классно, если вы перед вантуванами выберете себе пару таких вопросов на затравку. И заранее желательно примеряя их на человека, понимая, кому какой вопрос зайдет, кому не зайдет. И мы с вами чуть-чуть позже о стартерах поговорим подробнее. Ну и затем, когда у вас такая уже разминка закончилась, точнее подготовка к ней, важно подготовить вопросы для самого вантувана. Не просто вопросы, не просто абстрактные вопросы, а те, которые помогут вам достичь тех целей от разговора, которые вы перед собой ставите. То есть если вы будете копать в мотивацию человека, это будут одни вопросы. Если вам нужно потрогать каждую тему, которая касается его рабочей жизни, это будут совсем другие вопросы. И вам нужно иметь перечень таких вопросов в арсенале. Мы тоже с вами сегодня будем этим заниматься. И эти вопросы, крайне важно, чтобы они были сформулированными под вас, то есть с вашей стилистикой, со смыслом, да, чтобы вы понимали, какие ответы вам нужны на эти вопросы. Ну и потом, кстати, удобно держать эту шпаргалку, вернее, с составленными вопросами перед собой, чтобы в любой момент там, на вантуване вы могли заглянуть туда, если растеряетесь. Сейчас в онлайн-жизни это крайне удобно делать. Ну и финальная точка подготовки. Прогуляйтесь перед вантуваном по проектным апдейтам, по компанейским апдейтам. Вспомните, чего, где в компании или в проекте нового произошло. Вспомните те новости, которые полезно было бы обсудить с конкретным человеком. Плюс это поможет на тот случай, если у самого человека по этим темам будут к вам вопросы. В идеале, если вы будете знать еще и мировые новости, их обсуждение почти всегда дает хороший старт разговора. Ну, сейчас, понятное дело, да, не переусердствуйте с нашими мировыми и родными новостями. Этой темы может быть много, ее лучше не трогать. Но в общем и целом для вантуванов, как стандартная практика, это работает достаточно неплохо. Итак, подумали обо всех этих 4 моментах, подготовились к вантувану. Что дальше? Идете на вантуван, и эту встречу нужно начать. И вот представьте себе, к вам подключается человек с другого митинга, или там сразу после какой-то задачи, или прям прервавшись на вантуван в процессе решения этой задачи. Что нужно сделать сначала? Сначала нужно дать ему выдохнуть, да, и настроиться на предстоящий разговор. И вот этой цели хорошо служат стартеры разминки, с помощью которых вы человека отвлекаете от той реальности, из которой он к вам пришел, и настраиваете на тот разговор, который у вас сейчас с человеком случится.
Какие стартовые вопросы можно задать? Я сейчас прокомментирую свои топ-3, вы их видите на слайде, а вы в чатике напишите, пожалуйста, свои варианты. У кого-то из вас 100% есть уже свои лайфхаки, как вы начинаете разговоры, да? Кто-то, возможно, еще не проводил one-to-one, но вы точно можете предложить какой-то вариант для старта разговора. Может быть, one-to-one проводили с вами, и вам понравились какие-то стартеры, которые использовали. Пишите все, что приходит в голову, мы потом все это из чатика заберем и добавим сюда на слайды. Презентация будет у вас, и вы потом этой шпаргалкой, конечно, сможете пользоваться уже в реальной жизни со своими ребятами. Пока вы пишете, вы там, пожалуйста, активизируйтесь, ваши советы нужны всей группе. Я прокомментирую свои вот топ-3 стартера, которые я использовала, когда работала people-партнером. Но тут, знаете, отлично такая беспроигрышная тема. Всегда помогает поговорить о погоде, особенно сейчас, когда все разбросаны по городам, по странам. Это прям такая хорошая точка мысленной сборки. Кроме того, очень спасает прокомментировать обстановку человека. И если вы помните, мы с вами еще на одном из первых модулей по эффективной коммуникации кто-то из вас рекомендовал, что там полезно обратить внимание, что находится на фоне у человека, и это может служить хорошей зацепкой для разговора. И у меня тут есть пример, что у одного из моих ребят в одной из команд в камеру на фоне попадала укулеле. И, собственно, отличная возможность задать ему вопрос, что за укулеле, почему там находится. И выяснилось, что человек, оказывается, профессионально на нем играет, прям учится, прям хобби самое настоящее. И потом вот игра на укулеле стала нашей с ним темой-стартером для очень многих последующих ван-ту-ванов. Причем ему каждый раз было приятно, что я помню такие подробности из его жизни, а мне было легче начинать разговор таким образом. Поэтому присматривайтесь к тому, что там на фоне у человека есть. Обсудить можно все, что угодно, вплоть до цвета обоев. Дальше. Помогает также обсудить последнее совместное событие с этим человеком. Может быть, вы вспомните что-то интересное, там, с завтрака с ньюкамером, или последние демки, или ретро, или, может быть, вы видели недавний пост в соцсетях человека. Вот это тоже можно взять как такой момент зацепки перед разговором с человеком. И, кстати, тут маленький офф-топ. Очень полезно подписаться в соцсетях на свою команду, смотреть, что ребята постят. Это тоже возможность и понять, кто чем дышит, у кого какие увлечения, и это тоже тема зацепки. Ну и в целом лучше поймет вам понимать ваших людей и определять разницу между ними, те же типы темпераментов и так далее. Так, я вижу, у нас есть 2 рекомендации. Давайте я их прочитаю вслух. Лена пишет, что клиентка ходила к стоматологу, это была важная для нее тема. И поскольку несколько недель подряд это была отличная тема для стартера, да, понимаю. И, кстати, когда вы задаете, вот интересуетесь такими личными вроде бы вопросами из жизни человека, у них есть ощущение, что вы о них беспокоитесь, переживаете. Ну и это действительно так и хорошо, когда это искренне. Так, Макс, вижу твой комментарий, что если на фоне у человека ничего нет, попроси сделать рум-тур. Так, я думаю, что это шутка, но вот белые стены – это тоже, да, хороший момент для комментария. Давайте так, о настроении спросить, да, Карин, это хороший момент, универсальная штука. Давайте, может быть, если в чате плохо, сложно пишется с утра пораньше, можем голосом пару минут этому уделить. У кого есть еще какие лайфхаки? За котов пытались цепляться? Коты, собаки, дети. Ой, Макс, сори, второй раз перебила, давай. Да ничего. Но у меня недавно было общение с одним из моих команды. У нее поменялась прическа, и мы минуты 4 говорили о ее новой прическе, и как хорошо, и почему она это сделала. Ну, то есть эта смена прически была связана не просто, типа... Ну, в общем, все изменения, которые у нас сейчас есть в жизни, собственно, это и привело к прическе, и, в общем, у нас из этого появилось общение по этому поводу. Класс! И еще там же наверняка были обстоятельства в ее жизни, которые привели к прическе, которые тебе стоило учитывать в работе наверняка. Ну, это предположение. Угу. Классно, спасибо. Так, что-то еще есть такое козирне у вас? Про котів і собак точно класна ідея. Ну, принаймні, я не можу пройти повз, якщо там щось м'якеньке на фоні або спить, або бігає. Да, я точно зачіпаюсь.
Особенно, когда у этого кого-то мягкого нос в камере или хвост и так далее, да. Дети забегающие, да, тоже отличный повод развить разговор, спросить об этом. Да, ну то есть какие-то обычные, типичные вопросы о жизни человека, они вот почти всегда очень хорошо срабатывают и дают человеку понимание того, что вы им интересуетесь, вы его замечаете. Для вас это хорошая возможность самим тоже собраться с мыслями, чуть-чуть отвлечься от реальности и постепенно уже переключаться на те темы ван-ту-вана, которые вы захотите с человеком поднять. Я Так, у нас тут целый... хотела Да, Люда. хотела добавить, что если стена белая, я когда-то делала комплимент, я говорю, у тебя стул выглядит очень удобным. Вот, потому что я сидела на табуретке, я показала табуретку, вот, и мы, да, очень хорошо начали разговор, и оказалось, что это вот стула целая история, и вообще, что это его брата, и немножко про брата, и это вообще было очень клево. Кто бы мог подумать, да? Да, хотя стена была абсолютно белая, я просто сказала, и мне это без цели было, просто действительно стул выглядел удобно. Ну вот, да. В принципе, при желании можно зацепиться вообще абсолютно за все, что угодно. Спасибо, Алиса, за комментарий. Мы добавим вот эти моменты, которые вы озвучили сюда на слайдике. У нас целых 2 слайда посвящено стартерам, поэтому если вдруг вы еще что-то вспомните, докидывайте, мы сюда все это поместим, вы все сможете этим пользоваться. Итак, допустим, вам удалось расслабить человека, настроить его на разговор с собой. Что дальше? И сейчас мы поговорим о том, как, собственно, вести сам one-to-one. И здесь делаю акцент на том, что one-to-one – это не допрос и не задавание вопросов по чек-листу, ни в коем случае. Это обычный разговор одного заинтересованного и доброжелательного человека с другим точно таким же. И вот вам нужно создать и поддерживать натуральность разговора. Это, наверное, одна из самых главных задач one-to-one. И этого можно добиться отчасти, следуя тем принципам эффективной коммуникации, которые мы с вами уже обсуждали когда-то в самом начале, но и отчасти еще благодаря задаванию вопросов и правильному задаванию вопросов. И сейчас мы с вами перейдем как раз к тому, как правильно спрашивать, ну и поделюсь с вами некоторыми другими техниками, приемами проведения one-to-one. Часто вам в разговорах с ребятами нужно прощупать какую-то конкретную тему. Ну, например, представьте, что вам нужно понять, ваш лид, тимлид, занимается там конкретным контрактором или нет, дает ему фидбэк или нет, получает контрактор какое-то его внимание или нет. Как мы можем спросить, доволен ли человек тем качеством, например, и количеством фидбэка, который он получает? Можно сделать это вот напрямую, как на слайде, да, можно просто прямо спросить, ты получаешь достаточно фидбэка или нет? Но чаще узнать настоящее отношение человека к проблематике помогает непрямой подход, когда мы не задаем вопрос в лоб, а подводим человека к нужной нам теме как бы издалека. Давайте посмотрим на этом слайде пример, я вам прям его прочитаю, чтобы мы следили за ним. Итак, допустим, вы менеджер, да, на one-to-one и задаете вопрос человеку. Помните, нам нужно прийти в итоге к тому, чтобы понять, человек получает достаточно фидбэка от своего тимлида или нет. Итак, вы можете спросить, слушай, человек, у тебя там новые задачи вот уже месяц, да, как ты с ними? Есть ощущение, что ты там подрастаешь за это время? Контрактор может ответить, да, непонятно, наверное, да, не думал об этом. И, кстати, достаточно частые ответы от наших ребят. То есть мы получили закрытый односложный ответ, который может поставить точку в этом разговоре. Но тут самое главное не сдаваться, продолжать задавать вопросы. Что можно дальше спросить? Ну, кстати, коучинговые вопросы всегда очень хорошо помогают. Окей, то есть ты там не понимаешь, растешь ты или нет, а что должно произойти, чтобы тебе было понятно? Вот это вот и есть рост. Ну, наверное, когда я смогу делать новые задачи быстро и без переделок. А сейчас у тебя как с этим дела? Ты доволен своей скоростью и качеством своей работы? Ну, это скорее лид должен сказать. А он говорит, это зацепка, да, и вот таким вот образом вы подвели к теме фидбэка, и вы можете там дальше копнуть глубже. То есть, смотрите, вы не задали вопрос в лоб, вы ведете дискуссию, обычную беседу, интересуетесь человека, задаете ему разнообразные вопросы, но при этом вашими вопросами вы подводите человека к тем ответам, которые вам нужны. И тут давайте, наверное, посвятим пару минуток обсуждению, почему в таком случае прямой подход не принесет так много пользы, как непрямой, или почему он может быть даже опасным в некоторых случаях. Какие у вас есть мысли на этот счет? Может восприняться как нападение сразу же со старта. Тут вы о кошке говорили, а тут сразу... Перешли на то, получаешь ли ты достаточно фидбэка. Да. Ну да, может человек почувствует какую-то угрозу, если это прям изненацка произошло. Да, может такое быть. Спасибо, Карин.
Не буде більш такої розгорнутої відповіді, і ми Мгм. не зможемо зрозуміти, які кроки людина очікує для того, щоб досягнути ту ціль. А так, Мгм. коли питаннями, ми можемо якусь таку розгалуженість зрозуміти для себе. Точно, точно. У нас получается намного более широкий спектр. Мы понимаем отношение человека к разным вещам, начинаем понимать, как у него устроена жизнь, процессы в проекте, а не только получаем конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос. А еще вот прям явная опасность таится в открытом вопросе. Давайте еще раз подумаем. Итак, вы спрашиваете, вот давайте у вас спрашиваю, ты получаешь достаточно фидбэка от тимлида или нет? Отследите свои ощущения. Что вам хочется мне ответить? Жень, почему ты спрашиваешь? Почему я спрашиваю? Да, то есть уже какая-то угроза чувствуется, да, об этом говорила Карина в начале. Ага, что еще? Можно очень коротко ответить «да», «нет» и на этом закончить тему. И все, и разговор заканчивается. Як допит, і воно як допит звучить. Да, как допрос, да, совершенно верно. А тут представьте себе, например, я задаю этот вопрос вам, а тимлид — это, тоже ваше начальство, по сути. Вот вопрос угрозу давайте немножечко разовьем. Что нам, скорее всего, человек ответит на такой вопрос? Він може збрехати або там применшити, прибільшити. І це Да. буде необ'єктивно. Да, человек, скорее всего, выдаст нам социально одобряемый ответ. Ты доволен проектом? Ты доволен задачами? Вот ты получаешь достаточно фидбэка? Да, только отстаньте от меня, пожалуйста, я всем доволен, я не хочу никаких последствий. И вот такие вот прямые вопросы действительно побуждают человека дать социально ожидаемые ответы. Но социально ожидаемый ответ — это вообще не то, что нам нужно. Нам же нужно понять, как он действительно относится к ситуации. Поэтому непрямой подход вот как раз дает нам то самое натуральное ведение человека, разговора вернее, когда человек не воспринимает ваши вопросы там за копание, за попытки к чему-то придраться, за угрозу, вот о которой вы говорили. Это ненавязчивый разговор. У человека не включаются защиты, ему не хочется вам противостоять. Поэтому чем натуральнее будет ведение вашего разговора, тем больше вероятности, что вы сможете получить от человека его действительно прям настоящее отношение к тому, о чем вы говорите. Далее. Критически важно, какие именно вопросы вы задаете. Если они формальные, официальные, такие чек-листовые, прям банальные, то контрактор, конечно, это заметит, и вы получите в ответ такие же сухие и формальные ответы. Важно вопросами жонглировать, экспериментировать с форматами. То есть ваши вопросы, в идеале, должны быть такими, какие вы зададите другу, хорошему знакомому при неформальном разговоре с ним. И вот представьте, что вы там проводите one-to-one с родственником, хорошим знакомым. Какие бы вопросы вы задавали этому человеку? Не точно, как ты относишься к проекту, как ты относишься к задачам, получаешь ли ты достаточно фидбэка. Да, ваши вопросы будут шире, они будут показывать больше интереса к человеку. Вот такой же подход важно применить и к вашим командам, к вашим контракторам. Ну и еще раз повторю, что важно, чтобы ваши вопросы прощупывали отношение человека к проблематике вот прям с разных сторон, чтобы вы в конце разговора сами точно понимали отношение человека к тому, о чем вы спрашиваете, и сами для себя смогли его сформулировать. И здесь, к сожалению, невозможно дать какой-то прям четкий алгоритм, которому вы можете следовать на one-to-one. Фишка как раз в том, чтобы двигаться без алгоритма, а значит ситуацию отпустить, то есть чувствовать ее, подстраиваться под нее, подстраиваться под человека. Но чтобы этому научиться, в вашем арсенале должно быть много интересно сформулированных разнообразных вопросов. И давайте здесь посмотрим на примере. На следующем слайде. Посмотрите, с левой стороны слайда вот такой чек-листовый вопрос, из разряда «Нравится ли тебе проект, задачи, получаешь ли ты достаточно фидбэка?». Закрытые вопросы вы уже прокомментировали на предыдущем, слайде о том, что если мы задаем закрытые вопросы, мы получаем закрытые ответы, и очень легко таким образом загнать себя в тупик. Такую дискуссию невозможно развить. Справа на слайде вариант более такой расширенной, разнообразной беседы. Давайте прочитаем этот пример. То есть вместо того, чтобы спросить, нравятся ли тебе твои задачи, можно зайти опять-таки немножко издалека и спросить, а что в твоих задачах сейчас нового или сложного? А что в них для тебя интересного? А вот то, что ты сейчас делаешь, это то, чем тебе хочется дальше заниматься? Да? А почему именно этим? Или почему не хочется заниматься? Или чем тогда хочется заниматься? А что тебе сейчас там дают вот эти вот задачи, новая зона ответственности, которая у тебя есть?
И тут еще, если посмотреть в нижнюю часть слайда, да, можно развить эту дискуссию дальше, опять-таки, коучинговыми аналитическими вопросами и спросить, там, есть ли у тебя понимание, чем ты хочешь заниматься дальше. И я еще раз верну вас к теме перформанс-ревью, да, которые у нас сократились и стали проходить реже. И это отличная возможность вам на ван-ту-ванах более качественно прощупывать тему развития человека, интересоваться тем, чем он хочет заниматься, куда он хочет дальше расти, чтобы вы отслеживали эту ситуацию, держали руку на пульсе и вовремя дали человеку то, что ему нужно дать. И тут классно, например, если вы спросили у человека, чем же он хочет заниматься там в будущем, в дальнейшем, и дальше спросить, а что тебе нужно, чтобы получить вот эту зону, которой ты сейчас хочешь заниматься, и что ты сам можешь сделать для того, чтобы заниматься тем, чем тебе хочется. И таким образом вы развили дискуссию, задали много разнообразных интересных вопросов, которые выясняют действительное отношение человека к ситуации, и при этом отдали часть ответственности за происходящее ему. Вы не взяли ответственность на себя. Ага, ты хочешь заниматься этой зоной, значит, я там тебе завтра что-то дам. А вы спросили, что от тебя зависит, что ты можешь сделать для того, чтобы вот эту вот зону получить. И у человека переключается тумблер, он думает, ага, для этой зоны мне не хватает таких-то, таких-то знаний, или мне нужно пойти к моему лиду, поговорить об этом-то, об этом-то. И вы таким образом еще воспитываете самостоятельного человека, который не вашей головой думает, а еще пытается подключить свою собственную и решать свои вопросы, собственно, со своей помощью. И, казалось бы, вы просто задали не чек-листовые вопросы, и сколько пользы уже от них, а только правильно сформулированных вопросов вы уже получаете во время ван-ту-ван. Но давайте продвигаться дальше. И давайте остановимся на темах, которые покрываются в рамках ван-ту-вана. Я думаю, что вы точно знаете о том, что в ван-ту-вана, как и у любого другого разговора, есть свои структурные блоки. Да, это те темы, которые так или иначе связаны с работой человека, и вам нужно понимать, как человек относится к каждой из этих тем, опять-таки, чтобы управлять им более эффективно. Во-первых, вам нужно понимать его отношение к работе. Да, и здесь несколько аспектов входят в этот структурный блок. То есть насколько он занимается тем, что ему нравится, насколько комфортны ему условия, в которых он это делает. То есть понятны ли ему задачи, посильная ли у него нагрузка, есть ли у него пространство для дальнейшего роста и так далее. Вот эти все вопросы выясняются в этом первом блоке про проект. Второе. Работа почти всегда происходит среди других людей вместе с другими людьми. И вам надо понимать, насколько вашим людям нравится работать друг с другом. И здесь вы будете замерять в этом блоке командную культуру и командность в целом. И, кстати, такой вопрос немножко со звездочкой. Как понять, кто в команде неформальный лидер или какие внутри есть группировки, там, кого уважают, кого любят, кого особенно ценят, если у вас, например, не было возможности понаблюдать? Как думаете, какие вопросы тут могут помочь? К кому ты обращаешься за помощью элементарно, О, наверное. класс. Да, Денис, супер, спасибо. Да, к кому ты обращаешься за помощью? Что еще можно спросить? Напрямую спросить, кто тебя менторит? Кто тебя менторит, да, но даст ли этот вопрос понимания вот неформального лидера, да, группировок, опять-таки, которые в команде еще могут быть? Можна навпаки питання звернути до себе і запитати, що в мене така-то проблема, до кого ти порадиш мені звернутися. Да, а потом задать вопрос, а почему именно к нему, Да. да, потому что, может быть, этот человек просто технически разбирается в конкретно этой теме, а может быть, мы действительно выйдем на каких-то неформальных лидеров, да. Угу. Ну или типа есть задача по такому-то, такому-то, с кем бы было тебе интересно поработать? Угу. И почему? Да, да, с кем, да, вот прям отлично. С кем интересно поработать, почему интересно поработать. Или там, знаете, можно такой прям чуть-чуть более абстрактный вопрос. Если бы у тебя была возможность собрать команду для решения какой-то конкретной задачи, кого бы ты к себе взял? А вот что-то такого плана можно, да. То есть каждому человеку, вот если вы, например, проводите ван-ту-ван со всей командой, если каждому вы зададите вопросы по этой теме, у вас сложится картинка who is who, кто с кем дружит, кто за какие вопросы отвечает, кому действительно за вопросами чаще всего ходят, и это вам даст понимание того, из чего состоит у вас ваша команда, верно. Молодцы. Хорошо, значит, про команду обязательно спрашиваем. Следующий момент.
Вам также нужно понимать отношение контрактора к себе, к тимлиду, и насколько человеку хватает взаимодействия с вами обоими, и насколько его устраивает качество взаимодействия с вами. Ну и вам также стоит понимать, как человек относится к компании в целом, к политикам, к бенефитам, к любым проявлениям компании. Как думаете, почему важно вам, как менеджеру, понимать, как человек к компании относится? Ну, это его Ну, потому что... лояльность. Сори. Я не увидела, кто начал говорить, продолжайте. Да, это Да, я. Юль. Мгм. Мне кажется, что это как раз-таки показывает лояльность человека Мгм. по отношению к компании. Мгм. Мгм. Ну, Мгм. задача компании – это помочь, ну, то есть улучшая процессы, то есть все-таки есть цель расти. Если человек не понимает, ну, или там не принимает, то есть какая-то, наверное, причина, возможно, или он не до конца понимает смысл, или еще что-то, ну, очертить конечную цель, зачем компания это делает, вот. И, ну, дабы просто человек ну, токсично не относился к тем или иным вещам и не транслировал это на команду. Мгм. Да, спасибо, Макс. Ну, это, наверное, моменты change management, да, когда происходят изменения, любые, особенно глобальные на уровне компании, с многими контракторами нужно их прорабатывать, потому что действительно до ребят часто не доходят причины принятия тех или иных решений. Да, Макс, это очень хороший поинт, спасибо тебе за него. Ну и тут в общем и целом соглашусь там еще с Юлиным комментарием о том, что вам как менеджерам важно понимать, лоялен ли ваш контрактор к компании или нет, потому что если нет, он надолго не задержится, да, вы с таким человеком долго не поедете. Поэтому вам нужно понимать, как здесь обстоят дела в том числе. Вот это вот 4 основных блока структурных one-to-one. Это костяк. Туда можно добавлять что-то. Можно что-то, кстати, убирать. За один one-to-one не обязательно говорить обо всех 4 темах. Если у вас есть подозрение, например, что у человека где-то есть проблема, например, он задачами недоволен, то вам лучше копнуть туда в первый блок больше, пожертвовав каким-то другим блоком, где вы видите по его рабочим реалиям, что все более или менее оптимально происходит. Но, тем не менее, вот эту структуру лучше иметь в голове, всегда держать в голове, для того, чтобы не упустить каких-то важных моментов. То есть вы о каждом вашем человеке должны понимать его отношение к каждому из этих структурных блоков one-to-one. И теперь, что мы с вами будем делать? Мы будем составлять арсенал вот тех самых интересных, оригинальных, сформулированных под вас вопросов для one-to-one. Мы будем работать в формате мировое кафе. Помните такую штуку у нас с вами на самом первом модуле, самой первой теме такая штука была. Сейчас напомню, как это работает. Значит, мы сейчас разобьем вас на 4 группы. У каждой группы будет своя доска в Jamboard. Как всегда, вы к этому уже привыкли. На каждой доске будет прописан структурный блок one-to-one, которому вам нужно будет продумать вот те самые оригинальные вопросы, о которых мы уже говорили с вами. Я напомню, структурных блока 4. Да? Отношение человека к проекту, к команде, к лидершипу и к компании. У каждой доски будет модератор. Сейчас подумайте, пожалуйста, кто хотел бы быть модератором. Нам нужно будет 4 модератора для каждой доски. И по 5 минут у каждой команды на генерирование вопросов по каждому блоку. То есть еще разок, схема такая. Вы разошлись по комнатам. В каждую комнату заходит модератор. У каждого модератора своя доска. Модератор делает демонстрацию экрана, показывает доску. Группа генерирует вопросы, которые покрывают тематический блок one-to-one. Модератор фиксирует эти вопросы, и на одну итерацию, еще раз повторюсь, уходит 5 минут. Когда 5 минут истекут, модераторы автоматически будут переведены в другую комнату и проделывают эту же процедуру точно так же, повторяю. И так 4 раза. И по итогу у вас будет целый большой список вопросов к каждому блоку one-to-one, которым вы потом сможете пользоваться. И я напомню, что вопросы должны быть оригинальными, да, не чек-листовыми. Они должны быть интересными, на которые вам самим захочется ответить, обязательно открытыми. И это должны быть такие вопросы, которые помогут вам применить непрямой подход. Тут понятна задача? Понятно. Хорошо. Давайте теперь выберем модераторов. Нам нужно 4 человека. Кто хочет? Нет, придется назначать. Так, Аню вижу. Аня, хорошо, спасибо. Ты у нас первенький. Карина второй. Лена третий.
Так, и 4. Так, все, тогда назначаю. Кирилл, ты будешь 4-м модератором. Так, good. Модераторы определены. Модераторы, пожалуйста, берите ссылочку, которую Надя уже сбросила в чате, открывайте ее и погнали по комнатам. Так, привет-привет, с возвращением. Ну что, вы успели? Та вообще такая мне оказалась непростая задача. Вот, вообще непростая, я бы сказала, очень даже сложная, но важная, но полезная. Ну, мы, как всегда, подглядывали за вашей работой в джембордах и видели, что вы справляетесь, вопросы интересные у вас уже есть. Давайте теперь пройдемся по ним. Я предлагаю презентовать результаты модераторам. Давайте мы вот прям в том порядке, в котором доски были расположены, будем давать слово модераторам. Модераторы, какая у вас будет задача? Прочитать вопросы, к которым вы пришли, и вкратце прокомментировать, почему именно такие вопросы вам кажется целесообразным задавать в этом блоке, либо там, какую цель преследуют эти вопросы, какие ответы они позволяют получить. Давайте по 3 минутки на доску. И кто у нас первый? Да, я так понимаю, это ж, да, по проекту. Окей, з первых вопросов. Які задачі в тебе забирають енергію? То есть хотелось бы тут узнать больше, скорее докопаться до того, какие задачи человеку не нравятся, какие задачи могут его раздражать, например. То есть то, что он, возможно, делает, но не хотел бы. Если нет ограничений, то с каким доменом тебе бы хотелось поработать и почему? Тут больше про домен, насколько человеку вообще интересно домен проекта, на котором он находится. Вот. И в целом, как бы, тоже тут в зависимости от ответа было бы чуть, может, понятнее его интереса. Вот. Как поменялись твои задачи за последний квартал? Видишь ли ты какую-то динамику? Вот. Это больше относится к задачам, такой открытый, скажем так, вопрос, больше для понимания того, замечает ли человек в целом какой-то, так сказать, рост и изменения, либо для него это все выглядит больше как рутинно. Спросить про хобби. Находит ли контрактор на свое хобби время при нынешней нагрузке? То есть вроде такое что-то про личное спрашиваем, то есть на пообщаться, но в то же время как бы хочется отследить, насколько человек сейчас загружен. Хитро. Так, яких задач тобі не вистачає на проекте на данный момент? Может, мы чего-то не знаем, человек хотел бы заниматься или там развиваться в какую-то еще другую сторону, но как бы не представилось возможности, чтобы мы дали ему такие задачи, вот, но при этом мы бы об этом узнали на вантуванні. В якому напрямку тобі цікаво далі розвиватись, які, тут уже так сразу прям сет із вопросів, вот, які блокери ти в цьому бачиш, що тобі заважає, які кроки ти бачиш для досягнення цієї мети, і як ми можемо тобі з цим допомогти. Тобто це вже такий більш так, кусочок аж ділового вийде. Що нового ти дізнався, вивчив за останній місяць? Это вроде, с одной стороны, относится и к задачам, потому что, может быть, он начал какими-то новыми задачами заниматься, и в то же самое время относится к развитию, росту. То есть, возможно, человек, там, не знаю, прошел курс, посмотрел что-то новое для себя, узнал и хотел бы это тоже применить. Ким ти бачиш себе через рік 3-5? Це такий, з одного боку, через жарт, дізнатися, тут такі більш, з одного боку, банальне питання, але інші люди можуть замислитись. Ань, 30 секунд осталось, чуть-чуть ускорейся, пожалуйста. Нравится ли тебе «Властелин колец»? Что думаешь, проект не так же затянули? Шутка, кстати, очень прикольная, креативная. На каком языке проведем сегодняшний one-to-one? Какие языки ты знаешь? Ты учитываешь, что в целом менеджер использует по несколько, в день коммуницирует на нескольких языках. Вот такая более открытая тема для общения, чтобы узнать контрактора. Какая задача была самая интересная за последний месяц? Это просто по задачам. Заметила, что ты не брала листы в последнее время, не планируешь ли куда-то ехать. Но у нас так в ходе диалога, возможно, бы озвучили чуть по-другому, а-ля, что ресты дни уже как бы более 20 не сгорают, возможно, и у тебя там тоже где-то подгорает, и пора бы уже взять. И какой совет ты бы дал самому себе на период анбординга? Как по мне, это очень классный и глубокий вопрос, потому что мы даем возможность человеку посмотреть на себя в тот момент, когда он только начинал, и чего ему в тот момент не хватало.
Мы бы себе взяли это на заметку. Спасибо, Аня. Да, спасибо всей команде, которая придумала эти вопросы. Слушайте, получилось много очень интересных, много забавных, и через шутки это прям тоже классно. И вот этот вопрос, казалось бы, раздражающий, да, кем ты себя видишь через сколько-то лет, вопрос интервьюеров. Но действительно, если преподнести его через шутку, он может очень даже зайти. Тут еще есть альтернативная шутка. Ты уже придумал, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Кто это будет? Или, знаете, тут еще может вопрос помочь. Почему ты пришел в IT? Как так вышло, что ты работаешь в IT? Почему именно эта сфера? И если бы не приходилось зарабатывать деньги, то что? Кем бы ты был? Чем бы ты занимался? И это вопросы, которые такие немножко в общем, вроде бы интерес к человеку проявляют. С другой стороны, они затрагивают вопросы его мотивации. Ответы на эти вопросы вам дадут понять, что человеком движет. И там либо подтвердит, либо опровергнет вашу точку зрения о его мотивации. Хорошо, супер. Спасибо большое, Аня. Давайте к следующей доске. Кто у нас модератор? Карина. Карина. Мгм. Да. Так, команды придумали вопросы. Первое. Сравнить предыдущего тимлида или PM с текущим, а именно, чтобы человек поделился опытом, что нравилось, и выявить в разговоре, что, возможно, не хватает текущему. Попросить описать идеального тимлида или PM, каким образом я как PM могу тебе помочь, тоже как бы выявить какие-то слабые стороны, человек там подметил. Достаточно ли информации поступает от лидершипа, тоже понять, где не хватает, чего не хватает. Также можно спросить на примере кейса, например, если есть какой-то процесс, который драйвит тимлид или PM, как человек относится к процессу и что бы он сделал иначе. Также, если у тебя вопрос, ответ на который ты не знаешь и не знаешь, к кому пойти. Если я не знаю на него ответа, я постараюсь найти человека, который знает. И представь, что завтра ты становишься PM, тимлидом. Какие 3 вещи ты бы изменил в первую очередь? О, классный. Последний, прям глядите, как-то тоже и открытый, и сложный, и нестандартный, прям оригинальный. Спасибо, Карин. Я бы прокомментировала первый вопрос и порекомендовала бы немножко не в таком виде, может, его задать, а, например, там, поделись опытом, какой PM со всей твоей практики, да, там, тебе нравился больше всего и почему, чтобы понять, какие качества человеку в PM нужны, потому что сравнивать двух людей там может быть не вполне этичный момент. Еще вопрос, достаточно ли тебе поступает информация от лидершипа, достаточно закрыто, да, это вот наш пример с фидбэком, достаточно ли ты получаешь фидбэк, а тут можно получить закрытый социально ожидаемый ответ. Этот вопрос я бы порекомендовала перекрутить как-нибудь по-другому, чтобы к нему не напрямую пройти. Ну, последний вопрос, да, он прям совершенен. И тут, знаете, еще старый такой способ попросить дать фидбэк. Можно спросить у человека, что тебе хочется, чтобы я как PM продолжал делать, перестал делать и начал делать по-другому, да, и в отношении тимлида в том числе. Это такая мини-техника, которой часто пользуются, она часто помогает. Хорошо, спасибо большое, Карина. Классные вопросы смодерировали. Давайте дальше. Кто у нас? Следующая, третья доска? Лена. Дякую. Мгм. Так, Соня. За моїми спостереженнями, по питанням для команди були такі трошки складнощі. І я сама дуже так тривало думала, і люди, які приєднувались. Тому у нас так, 8 питань. Почну з того, що перше, це у нас, наприклад, скоро тімбілдинг. Чи є в тебе якісь варіанти, як можна провести загальний час? Що дасть відповідну відповідь від співбесідника, більш також розкритись. Як тобі працюється дистанційно, що б хотів покращити? Ну, теж загальне питання, можна вивести на те, як, ну, можливо, якусь більшу кількість мітингів проводити, спілкуватися в позаробочий час. Третє, до кого б ти пішов, якщо б у тебе була така от там конкретна проблема? 4. У нас була ретроспектива, чи продуктивно вона пройшла, на твою думку, і чиї ідеї тобі були близькі? Також так,
Мгм. Друг у мене. Чиї ідеї тобі були близькі? Теж можна зрозуміти, чи був хтось уважний, які ідеї вловив, що він може, які з цих ідей він може потім запровадити вже в команді для подальшого якби розвитку. 5-й пункт. У нас є ідея частіше зустрічатись з командою неформально, 15 хвилин на робочий час. Як тобі така ідея? Це дуже схоже з тімбілдингом, але паралельно не схоже, тому що тут якби більш неформальне питання про неформальні зустрічі, і так ми можемо зробити висновок, чи дійсно люди ініціативні, щоб провести час поза робочий час і спілкуватись просто тому, що в них є для цього мотивація і бажання, а не просто тому, що там команда оплачує тімбілдинг наш. Потім 6-те. Чи є у тебе бажання в рамках команди провести навчання по твоїй спеціальності? Це, наприклад, якщо в нас є якісь сіньори, і ми вже бачимо, що вони доросли до якогось там левела і вже хочуть, чи є в них бажання саме ділитись своїм досвідом з командою. 7-ме, чи до тебе звертається, хто до тебе звертається за допомогою найчастіше? І супутнє питання 8-ме, чи є хтось в команді, кого б хотілося менторити? Тобто це навпаки, тут до тебе звертаються, а тут ти вже хочеш до когось теж ділитись своїм досвідом. Спасибо, Лен. И к 7-му вопросу можно добавить не только кто к тебе чаще всего обращается за помощью с вопросами, а почему, как ты думаешь, это происходит, почему идут к тебе, еще и понятно, картинка мира глазами человека, как он видит себя и, собственно, команду. Классно, спасибо. Тут знаете, что еще можно добавить? Как человек видит команду в целом, да, тут можно прям задать ему вопрос, мы как команда какой у нас характер, какие у нас особенности, как ты это подмечаешь, как бы ты мог охарактеризовать нашу команду? И его открытый вопрос тоже даст вам понимание, он может ответить человек вообще вот по-всякому, даже так, как вы совершенно не ожидали, то есть это будет какая-то прям новая информация. И можно задать еще вопрос к нам как команде, чего, может быть, не хватает, как бы ты хотел, чтобы мы взаимодействовали, может быть, по-другому. И можно точно такой же вопрос, как на предыдущей доске для менеджеров. Мы как команда, что нам точно нужно продолжать, что мы можем изменить, а что мы можем перестать делать. Немножко вот туда уклона. И вы, вот опять-таки, если каждый человек из команды ответит вам на эти вопросы, у вас создастся картинка, как ваши люди видят себя как команду и где, возможно, нужно что-то починить. Классно. Спасибо большое. И пойдемте к 4-й доске. Юля, вопрос? Давай вопрос. Даже не вопрос, а коммент. К нам приходила Карина Иванова, и у нее был супер крутой вопрос про команду, типа, а какой мем, да, или там, типа, какой мем или какой персонаж каждый из команды, или мы как команда в целом. И мне прям очень бы хотелось, чтобы как-то на борде это отразили. Мне кажется, очень глубокий, можно его Классно, развивать. да, и нестандартный тоже, забавный, интересный, да, вот такие вот вопросы, они действительно разнообразят, да. Класс. Добавляйте на свою доску, у вас доступы есть, прям дописывайте. Если дальше еще идеи будут приходить, дописывайте обязательно. Карин? Да, я просто не знала, куда притулить этот вопрос в лидершип. А в команду можно не в Да, лидершип. вот это просто в команду. Да, он там прям хорошо ложится. Спасибо. Так, классно. Ну что, 4-я доска, Кирилл? Да, у нас здесь первый вопрос был более такой абстрактный, но все равно знаешь ли, пользуешься ли ты бенефитами компании, потому что иногда бывает такое, что многие контракторы даже не знают об этом, не заглядывают, они сидят, как бы делают свою работу и все. И подвести разговор к тому, чтобы просто навести его, возможно, там подсказать какие-то классные бенефиты или полиси, которые там, не знаю, неправильно пишет драфт, и все время неэффективная коммуникация построена, подсказать то, что вот у нас есть там специальная полиси по communication, ты можешь ознакомиться, тебе это поможет. А если там возникнут вопросы, приходи и спрашивай. Вот. Следующий, знаешь ли ты о weekly digest обновлениях, потому что они у нас каждую неделю приходят, и многие на них просто не обращают внимания, подвести к тому, что там, опять же, могут быть какие-то полезные спикинг-клабы, к примеру, если человек интересуется тем, что он работает над своим английским сейчас, то вот там у нас есть спикинг-клабы, можешь поучаствовать, можешь там найти для себя интересные темы какие-то,
подвести к тому, чтобы он обращал внимание, или же давать ему какие-то обновления тоже поэтому. Третий, тут не совсем вопрос, но больше как подсказать, как пользоваться Kit Balance. К примеру же, опять же, во время one-to-one увидеть то, что у него там коврик для йоги стоит, вот, и подсказать, что вот у нас есть Kit Balance, а знаешь ли то, что можно там себе что-то, не знаю, тебе еще для йоги там заказать. Следующий тут у нас мы как компания стараемся улучшить процессы. Замечаешь ли ты положительную динамику в этом направлении? То есть, если человек, может, он что-то хотел сказать, но ему там не нравятся какие-то обновления, и вот здесь подвести к тому, чтобы как раз раскрыть его и узнать, нравится ли ему то направление, в котором идет компания. Кирилл, минутка Вот. осталась, нужно ускориться. Да. Что ты думаешь о последних изменениях в пиарах? Да, мы как PM это подводим, но тут интересно тоже услышать мнение контрактора, что он об этом думает. Обратил ли ты внимание на последнее письмо с новой измененной политикой? Мне кажется, для тебя это может быть актуально, если у тебя вопросы. Опять же, к тому, что некоторые не читают письма, не видят, и какие-то политики, к примеру, вот у нас недавно было о том, что возмещение там для контракторов, которые за границей, мебели и рабочего места. Вот. Хватает ли тебе поддержки от компании, находясь в текущих условиях? Услышать мнение контрактора как раз-таки о том, что сейчас мы все находимся в разных условиях, много кто далеко от дома, и вот услышать, как это человеку. Вот какую тенденцию в бенефитах компании ты наблюдаешь за последние годы? Что думаешь об этом? Это очень хорошо подойдет для контракторов, которые уже давно в компании, услышать их мнение, оно важно, и прислушиваться. Подвести разговор к рестам и обсудить, знает ли, как проверить или запросить ресты. Вот, потому что вот, Аня говорила уже тоже об этом, что многие забывают вообще о рестах. Вот, уточнить, высыпаешься ли ты, перейти к политике с рабочим графиком. Да, более так. Это забавно. Практичный кейс. Такой Да. непрямой подход использовать. Да. Мгм. Вот. Спасибо. Спасибо, Кирилл, да, спасибо, команда, за вопросы. Прокомментирую второй. Знаешь ли ты о Weekly Digest обновлениях? Тут лучше спросить, ты следишь за апдейтами компании? Ты получаешь какие-то новости от компании? Как ты их получаешь? Какие у тебя есть инструменты? И потом, когда там, вы понимаете, что человек ответил, можно подводить к тому, что есть же дайджест, и там очень много информации. То есть тоже чуть-чуть непрямого ответа, потому что человек, непрямого подхода, точнее, потому что человек может сказать больше, чем вы спрашиваете на самом деле. И тут еще к этому блоку можно добавить вопросы из разряда компания DevPro какая? Какие особенности у компании? Там назови 3-5 сильных сторон DevPro, 3-5 слабых сторон DevPro. Понимаешь ли ты вектор, куда идет компания в последнее время? Понимаешь ли ты, почему она туда идет? То есть вот чуть-чуть вот больше впечатления человека, вот этого широкого впечатления о компании, оно тоже даст понимание, в какую сторону человек вообще думает, что для него важно. Супер, классно. Ну что, у вас есть вопросы к one-to-one, очень много интересных, очень много прикольных. Я вам рекомендую ими пользоваться и взять себе там по 2-3 уже любимых вопроса и на ближайших one-to-one их обкатать. Это то, что уже ваши one-to-one разнообразит. Ну а мы сейчас делаем рекламную паузу, 5-минутную. Сейчас 14 минут на моих часах. В 19 мы встречаемся и продолжим. Так, и на этом слайде вы видите уже знакомую для вас информацию, которая, ну, просто must на one-to-one. Да, активное слушание, ну, всегда наше все, а на one-to-one особенно. Мы с вами уже обсуждали, как выглядеть внимательным слушателем, но среди приемов активного слушания есть еще и техники разговорные. Это короткие вопросы, это комментарии, summary короткая, парафразы, все, что помогает человеку показать, что он в центре вашего внимания, что вы слушаете, вы вникаете, вы воспроизводите, и так вы оказываете человеку поддержку. Особенно представьте себе закрытого интроверта, которому сложно, в принципе, быть в эпицентре внимания. И вот такими вот парафразами и summary вы ему показываете, что я тебя слушаю, и это поддержка для него, и это стимул говорить дальше. И, кроме того, за счет
словесных техник активного слушания вы еще и сами себе помогаете лучше понять человека, да, когда вы перефразируете его слова и делаете какие-то выводы, у вас есть возможность свериться с ним, то ли он имел в виду. И вот этой подсказкой имеет смысл пользоваться не только на ван-ту-ванах, но и в целом на митингах, когда у вас есть хоть малейшее подозрение, что вы как-то с человеком можете по-разному друг другу понимать. А вот следующий инструмент, к нему нужно относиться с опаской и осторожно. Почему? На одном из прошлых слайдов я говорила о том, что прямые вопросы могут быть опасными и рекомендовала практиковать непрямой подход. На этом же слайде рекомендация наоборот. В некоторых случаях очень полезно задать вопрос в лоб, чтобы человек не успел подготовить вот ту самую социально одобряемую реакцию на ваш вопрос. Давайте представим ситуацию. Допустим, в команде произошел конфликт, ну, к примеру, да, и один из ваших ребят был либо его участником, либо свидетелем, и вам нужно выяснить отношение этого человека к происходящему. И вот как в такой ситуации лучше подвести его к нужной теме? Издалека или сразу затронуть тему, как думаете? Смотреть, какой человек. О, какое хорошее замечание. Да, смотреть, какой человек, однозначно. Карин, ну развей тогда свою мысль. Какому человеку можно такой вопрос задать, какому нет? Можно приходить к человеку, с которым уже установлен контакт, и говорить просто, ну, рассказывай, что там у вас произошло. И тут он изольет всю душу, и как бы без всяких там намеков, обтекаемых ответов, все выскажет, все расскажет. А если же это интроверт, которому нужно вот прям подкатывать и так далее, тогда тут нужно как раз-таки непрямой подход использовать, потому что сразу, ну, рассказывай, он будет говорить о другом, он будет говорить о погоде, но не о конфликте. Уведет в сторону, 100%. Да, что еще? Давайте поделитесь мыслями еще, какие у кого здесь есть. Давайте еще раз повторюсь вопрос. Вот в этой ситуации, там про конфликт, лучше задать вопрос сразу в лоб или лучше подойти к этому вопросу издалека? Можно непрямой подход, да, и выяснить, как там в команде дела, как настроение и так далее. Человек, может быть, к этому подойдет, ну, либо сразу спрашиваем. Карина тут свою точку зрения озвучила, она, в принципе, достаточно широкая, она практически все покрывает. Может быть, у кого-то есть что-то здесь развить на эту тему или дополнить, или согласиться, или не согласиться? У меня есть еще что дополнить к Давай. своей точке зрения. Нужно смотреть, насколько эмоциональный человек. Он еще в этой негативной эмоции, там конфликт очень свежий, либо он уже выдохнул, переключился и готов спокойно это обсудить. Вот на это я еще смотрела. Есть такое, да. Но тут в целом, если подводить итог, действительно, если с человеком уже сложилась история отношений, и вам не нужно вот танцевать танцы вокруг да около, и вы можете говорить прямо, то здесь имеет смысл задать вопрос прямо. Знаете, есть еще такой типаж людей, даже если у вас с ними пока еще вот нет контакта, тем не менее, бывают люди деловые, которые раз, два, три пришел, порешал, на вопросы ответил, сделал и так далее. Вот если с такими людьми вы начнете танцевать вот эти вот немного танцы с бубнами, это, скорее всего, будет раздражать. Вот этот типаж людей любит говорить сразу прямо, четко и по делу. И тут вам нужно отследить, какой человек вам на one-to-one приходит, да, то есть с людьми, с которыми вы сталкиваетесь в первый раз, то есть знакомитесь, я бы такое не рекомендовала пробовать, с ними нужно сначала познакомиться и посмотреть, какие подходы они практикуют, но вы в работе часто будете замечать, да, есть люди, ориентированные на результаты, они, как правило, торопыги, четко по делу и так далее, а есть немножко более аналитические люди, которым нужно раскачаться, подумать, взвесить за и против, и тогда они будут идти к результату. И вот с такими а-ля аналитиками лучше все-таки практиковать не прямой подход, а с теми людьми, которые нацелены на результаты, прямо идут к делу, все-таки лучше практиковать прямой подход. Ну и еще
И есть один такой момент, что лучше использовать прямой подход, да, вопрос в лоб, когда ситуация сложная, щекотливая, и вам нужно, чтобы человек с помощью непрямого подхода действительно не подготовился морально к тому, о чем вы его спросите в проблемной ситуации, и не выдал ожидаемую реакцию за его настоящую. То есть, повторю, подсуммирую, когда вам нужно узнать максимально честное отношение человека к ситуации, лучше спросить его прямо, задать вопрос чуть ли не одним из первых, чтобы он выдал вам настоящую реакцию, а не ожидаемую или социально желаемую, такой, как он ее видит. Давайте подумаем, какими могут быть такие вопросы, которые стоит задать сразу в лоб, чтобы узнать настоящее отношение человека к ситуации. Из вашей практики командная жизнь. Мне из практики пришло в голову почему-то, когда человек, например, очень устал, там всем недоволен, пошел по собеседованиям, прямо спросить, почему ты пошел смотреть другие компании? Но это если ты знаешь, да, что он прям пошел. Ну да. Тут есть опасность, конечно, что если вы подозреваете, а он не пошел, если задать ему такой вопрос, можно вложить человеку в голову неправильные мысли. Поэтому тут только если вы уверены в том, что это происходит, да, тогда да, есть такое. Что еще, что приходит в голову? Можно еще спросить, например, человек запрашивал у вас рейс уровня либо же денег, а вы ему не дали по каким-то причинам, да, аргументированно, я уверена, вы это делаете. И через время вам же нужно понять, прощупать этот риск, насколько там осталось какое-то недовольство у человека и что с этим делать дальше. И тут на следующем вантувании, после того, как процедура прошла, можно у него спросить, как ты с отказом, как ты себя чувствуешь, как ты к этому относишься. Да? Пока вы не успели поговорить с ним на самые разные темы, этот вопрос можно задать первым. Он не подготовлен к тому, что вы спросите его об этом в первую очередь. Он выдаст вам с большой вероятностью свою настоящую реакцию. Или можно еще спросить, я вижу, ты часто берешь в последнее время. Почему? И тут можно вывести... вдруг у нас человек пошел по собеседованиям, такие уже мы об этом еще пока не знаем. И если мы такие отследили, что часто бывают эти отлучения, человек опять-таки морально не успел подготовиться к тому, что вы такой вопрос можете задать. И с большой вероятностью на такой вопрос вы можете получить честный ответ. И если не честный ответ словами, то своей невербальной реакцией человек выдаст настоящее свое отношение к этому вопросу. Я рекомендую этим способом пользоваться, когда ситуация достаточно острая, когда вам действительно нужно понимать риск, и если риск уже достаточно большой, и практиковать это с людьми, которым нравится этот деловой подход. Пришли, по делу поговорили, разошлись без всех этих прелюдий. И тогда это будет хорошо работать. Окей, идемте дальше. Еще один момент. Всегда в разговоре убеждайтесь, что ваш комментарий содержит в себе вопрос. Если только вы не просто комментируете, конечно, а хотите получить какой-то ответ контрактора. Давайте посмотрим здесь на слайде. Реплика, которая не заключает в себе вопрос. Например, я тут посмотрела овертаймы за прошедший месяц и вижу, что у тебя цифра внушительная. И мы вроде бы как, наверное, хотим, чтобы контрактор подхватил эту тему, развил, что-то сказал, но с другой стороны мы вопрос не задали. И контракт точно не обязан что-то комментировать в ответ. Поэтому если вы хотите получить ответ, нужно задать вопрос. И эту реплику можно перефразировать таким образом. Я посмотрела овертаймы за месяц и вижу, что их у тебя много. Расскажи, почему пришлось овертаймить? И все. И таким образом вы человека подвели, задали ему конкретный вопрос, и теперь есть все шансы ожидать от него конкретный ответ. Еще один момент. Избегайте нагромождения вопросов. Это уловка, ловушка точнее, в которую часто многие попадаются, особенно когда еще нет уверенности в себе и нет уверенности в качестве проведения своих one-to-one. Хочется человека прям засыпать вопросами и дать ему пространство на «отвечай, только меня не трогай, дай мне возможность передохнуть и подумать, о чем я тебя буду спрашивать дальше». Этого точно нужно избегать. Тоже на слайде виден пример. Можно прийти к человеку и сказать ему «Привет, как твои дела, что у тебя нового? Я слышала, у тебя там что-то происходит сейчас, а расскажи, что ты делаешь, а нравится тебе или не нравится. В общем, расскажи мне все». И таким образом, если вы вывалили на человека этот огромный пучок вопросов, какие у нас тут есть риски? Не ответить на все. Точно забудет, как минимум, да, что их много. Ответит на только, какой ему удобный.
Точно, да. И вот это вот уловка, которую вы сами отдаете контрактору, если вы задаете ему несколько вопросов подряд. Есть даже такая уловка прям в переговорах, да, что там, если ты действительно задаешь человеку несколько вопросов, человек, собеседник, может выбрать тот, который ему понравится, и ответить только на него. И, соответственно, вас это ставит в неловкую, неудобную позицию. Поэтому человеку нужно задавать вопрос за вопросом, тем более, что из его ответа на предыдущий вопрос уже может последовать ответ на ваш следующий вопрос. Поэтому тут нужно следить за течением разговора и держать в голове вот это вот правило. Только один вопрос за раз. Получаете ответ и переходите к следующему вопросу. Еще одна важная штука. Нужно уходить от закрытых вопросов. Мы с вами сегодня коснулись этой штуки уже несколько раз. Почему нужно уходить? Потому что мы это тоже обсудили. Контрактор на односложный закрытый вопрос может дать такой же односложный «да-нет» ответ. И те ребята, которые не хотят говорить, там, молчуны, да, закрытые люди, которые в принципе сейчас не расположены развивать дискуссию, они воспользуются такими вопросами, чтобы максимально уйти от разговора и закрыть его. И вам будет сложно его развить дальше. Поэтому задавайте открытые вопросы, аналитические вопросы, которые начинаются с вопросительных слов. Где, когда, что, как, почему и так далее. Но закрытые вопросы, кстати, тоже ведь бывают полезными в ряде ситуаций. Как думаете, где и когда их можно и нужно использовать? Закрытый – это «да-нет», подразумевает ответ «да-нет». Готов ли ты обсудить конфликтную ситуацию? Да, Да. нет. А если нет? Тогда в следующий раз. Хорошо. Но если нам надо, чтобы человек обсудил с нами конфликтную ситуацию, тогда... Спросить, когда будет готов? Ну да, либо не задавать ему открытый, точнее закрытый вопрос, чтобы была возможность у вас самих все-таки развить с ним дискуссию на эту тему. Давайте еще варианты, где могут понадобиться закрытые вопросы. Может, уже в самом конце? Уже пора заканчивать. Ага. Чтобы что? Свет, можешь пример привести? Как это чтобы мы может уже выглядеть? подытожить, сделаем то-то, то-то, да? Да. Мгм, Это подходит тебе? Да. мгм, Мы мгм. встретимся на следующем митинге, да. Что-то в этом духе. Верно, да. Закрытые вопросы нужны для того, чтобы, во-первых, подтвердить или опровергнуть свое предположение, да, уточнить, убедиться, что вы с человеком понимаете друг друга правильно. Я тебя правильно понял? Вот так и вот так? Да или нет? И это отправная точка для дальнейшей дискуссии. Подвести итог, summary, да, тут правильно. И есть еще одна уловка. Вам будут периодически попадаться очень разговорчивые контракторы. Если вы задаете им открытый вопрос, они могут перескочить в своем ответе на другой открытый ответ и вот так вот долго уходить в разные стороны. И вот чтобы вернуть такого человека в русло, ему имеет смысл задавать закрытые вопросы. Такого человека вы сможете таким образом удерживать в рамках. Пользуйтесь, это помогает. И давайте посмотрим вот на примере, как работают открытые вопросы. Мы с вами сегодня, в принципе, смотрим как раз на них в основном. С левой стороны слайда закрытый вопрос. Да, комфортно ли тебе работать с лидом? Мы можем ожидать, что человек скажет «да», «нет», социально ожидаемый ответ даст, и все, и на этом закончить дискуссию. Либо мы можем развить разговор, да, на правой части слайда. Продолжение этого диалога, да, мы можем спросить: расскажи, как сейчас построено твое взаимодействие с лидом. И тут мы можем ожидать, что человек вообще расскажет о том, о чем мы не планировали спрашивать, даст нам какую-то более широкую информацию. И контрактор может ответить, например: да мы практически не пересекаемся с ним, даже не знаю, что сказать. И вот тут вот есть ловушка уже. Тут можно предположить, что дело плохо. Контрактор с лидом не пересекаются, значит, пора идти давать лиду а-та-та. Но на самом деле нельзя делать выводов, пока мы их не проверим. Здесь имеет смысл уточнить, пока мы точно не уверены в том, как обстоят дела. И можно задавать следующие вопросы. Да? То есть вы с лидом не пересекаетесь, но где-то же эти точки пересечения есть. Контрактор что-то отвечает. А потом стоит задать вопрос: и тебе как с вот этим количеством взаимодействия с лидом? Ты с ним ок или ты с ним не ок? И таким образом мы подводим человека к тому, что он нам рассказывает, как на самом деле обстоят дела и как он себя чувствует с тем, как эти дела обстоят. То есть опять-таки непрямой подход, открытые вопросы – это самый главный принцип one-to-one.
И есть еще один отличный, но достаточно сложный, сразу скажу, наверное, один из самых некомфортных приемов. Я уверена, что вы с ним сталкивались, может быть, кто-то попрактиковал его уже. Этот прием называется паузы. Стоит добавлять паузы в разговор. Они помогают разговорить молчунов и получить больше подробностей в ответ на ваш вопрос. Вот представьте себе ситуацию, например, вы задаете человеку сложный вопрос, но получаете на него простой односложный ответ. Какой выход из этой ситуации? Ну, их всегда два на самом деле, да, то есть можно задавать уточняющие открытые вопросы, вы все равно подведете его туда, куда вам нужно. А можно просто выдержать паузу, замолчать. И вот это вынужденное молчание создает неловкость, и один из собеседников, ну, он точно постарается заполнить эту неловкую паузу, продолжив тему. И тут главное, не продолжайте эту тему сами, потому что вам тоже будет неловко, и за счет этого эта техника считается там одной из самых сложных. Поэтому выдержите эту паузу и дайте возможность собеседнику включиться в разговор. И вот тут на слайде есть пример, да, то есть вы можете задать вопрос, у нас уже встречался этот пример на предыдущем слайде. Я слышал, у вас в команде был конфликт. Было? Не было? Контрактор может ответить что-то такое короткое, односложное. Ну, там, было или не было, или что-то непонятное происходило. И вот тут вы можете уже включаться с дополнительными вопросами, либо просто замолчать. И тогда у контрактора не останется никакого другого варианта, кроме как все-таки включиться и дать вам больше деталей, на которые вы, собственно говоря, и рассчитываете. Сложный прием, повторюсь, но его нужно попробовать хотя бы пару-тройку раз, потому что сложный за счет того, что это ваш собственный дискомфорт. Вот с ним тоже нужно уметь справляться. Ну и напоследок, такой последний уже принцип, который мы сегодня разберем, мы еще раз в очередной и в последний вернемся к натуральности разговора. Мы уже обсуждали с вами, что сделать разговор естественным помогают неформальные, нестандартные вопросы. И иметь в запасе перечень таких вопросов прекрасно. И у вас теперь есть этот перечень вопросов, пользуйтесь им, пополняйте его. Однако при этом важно отпустить ситуацию и вести one-to-one как обычный разговор, не обдумывая следующий вопрос, пока контрактор вам отвечает на текущий. И здесь хорошо работает принцип зацепок. Очень полезно отталкиваться от тех слов, от тех ответов, которые озвучивает контрактор, чтобы из них развить дальнейший разговор. Давайте посмотрим на примере сразу, как это работает. В качестве зацепок можно использовать еще, слышали такую фразу «сильное слово» или «сильная фраза» смысловое? Да, вот это вот оно, и это часто помогает развить дискуссию. То есть, например, задаете вы как менеджер вопрос, как дела со скопом, дедлайн там уже близко. И контрактор вам отвечает, близко? Да, вроде еще нет. Какое тут слово зацепка? Вроде может служить словом зацепкой. Почему именно вроде? Ну, потому что сомнение какое-то подсказывает. Вы же как менеджер знаете, что дедлайн уже близко, а контрактор вроде бы тоже должен знать, но вот это сомнение присутствует. И, соответственно, за это сомнение можно зацепиться. И вы можете переспросить вроде. И это вот прием зацепка, и плюс еще и прием активного слушания, когда вы повторяете некоторые слова контрактора и показываете ему «я здесь, я слежу за течением нашего разговора». Контрактор вам на это может ответить, ну да, по-моему, нам там групп-лид говорил, что в октябре у нас дедлайн скопа. Из чего можно развить дальнейший разговор? Групп-лид говорил, да, мы, например, хотим проверить, как вот эти вот проектные апдейты доходят до команды. И вы дальше развиваете эту часть разговора. Групп-лид говорил, а где или когда он обычно говорит вам об этом? Контрактор что-то отвечает, перечисляет способы, и все, и вы после этого как-то реагируете на эту фразу. Например, ну, по-моему, удобно, да, там, что на вечерних стендапах вам дают апдейты, где-то еще вам дают апдейты, шансы что-то упустить минимальны с таким подходом. А тебе удобно так получать информацию? И мы здесь в первую очередь использовали прием рефлексивного слушания, когда мы сделали там короткое summary и отреагировали на него, да, ты получаешь апдейты на стендапах, ты получаешь их еще где-то, я вот это услышал, и после этого использую зацепку, твою фразу, и задаю вопрос, исходя из этой зацепки. Тебе удобно с вот таким способом, который у вас есть, и контрактор что-то как-то реагирует, и вы получаете в результате ответ на свой вопрос. То есть лучшая дискуссия, когда ваш следующий вопрос рождается из предыдущего ответа контрактора. И это вот один из самых главных принципов, который дает эффект натурального, естественного ведения разговора. Ну, и скажу вам, что вот этот вот принцип зацепок, он самый сложный. И развить именно его требует больше всего времени, практики и терпения. Поэтому давайте его
как раз начнем отрабатывать, чтобы у вас этот навык закладывался. Сейчас мы разобьем вас на пары, и вам в парах, в комнатах в Zoom нужно будет прояснить отношение собеседника к любой из структурных тем one-to-one. То есть берете любое отношение к проекту, к команде, к лидершипу или к компании. И вам нужно будет использовать открытые нестандартные вопросы. Держите вот ту шпаргалку на джимборде перед глазами, пользуйтесь ею. Вам нужно будет вести разговор природно, чтобы one-to-one выглядел не как допрос, да, а как беседа двух заинтересованных людей. И попробуйте потренировать сейчас что-то новое или неудобное для себя. Да? Это может быть вопрос в лоб, или это может быть неловкая пауза. Смотрите сами, уместно это будет или нет, но попробуйте что-то такое вклинить в свой разговор. И задача собеседника, который будет играть роль контрактора, оценить, насколько плавно течет разговор, насколько комфортно вы как контрактор себя в нем чувствуете, насколько вы не чувствуете, что вас допрашивают, а насколько вы чувствуете, что у вас беседа двух равных человек. И каждому человеку из пары нужно будет побыть в роли менеджера, проводящего one-to-one, и в роли контрактора, для которого этот one-to-one проводится. У вас будет немного времени, 5 минут на говорение, да, прощупать отношение к одной теме. Каждый из вас говорит 5 минут, и еще 5 минут на общее подведение итогов. То есть вы в комнате пробудете 15 минут. И еще раз акцентирую внимание, вам нужно прощупать отношения только к одному структурному блоку. Не перескакивайте на любой другой за вот этот вот 5-минутный период. Тут важно побалансировать в течение такого количества времени в рамках одной темы, используя зацепки. Угу. Понятна задача? Понятно. Good. Хорошо, тогда открываем комнаты, и вы уходите туда. Так, вижу, вы вернулись. Успели? Майже. Хорошо. А что-то так увлеклись. Заговорились, да, зацепки завели. Однозначно. Хорошо. Так, у нас есть 2 минутки на обсуждение, поделиться мыслями, если они у вас есть. Что было сложно, что легко, с какими впечатлениями вы вышли после этой задачи? Вы сегодня неразговорчивые. Ну, мы с Аней обсудили, что это прикольное упражнение, как минимум для того, чтобы понять, что там происходит у другого человека в команде. То есть такой, это режим сплетница из он. Вот, и поэтому это все максимально комфортно, максимально... То есть ты сначала первые 3 минуты пытаешься вообще понять примерно, за что зацепиться, вот, а потом уже начинаешь как бы давить. Вот. Но активное слушание, в принципе, отлично работает, и вот эти зацепки, это очень полезно, поэтому было прикольно. Классно, спасибо, Макс. Кстати, активное слушание – это лайфхак на все случаи жизни, когда вы не знаете, о чем говорить с человеком. Просто внимательно его слушаете, он вам сам все расскажет. Хорошо. Я вижу комментарий Кати о том, что сложно идти на one-to-one неподготовленным, и я плюсую к этому прям неистово. Поэтому что будет в следующий раз? В четверг у вас будет практика one-to-one, и это будут сложные проблемные кейсы. Вы будете играть роль. Каждый из вас будет играть роль менеджера, и каждый из вас сыграет роль контрактора. Я приду к вам в личку ко всем сегодня-завтра и дам вам роли, которые вы будете разыгрывать как менеджер и которые вы будете разыгрывать как контрактор. И ваша задача подготовиться к тому one-to-one, который вы будете проводить как менеджер. Прикинуть себе примерные вопросы. Я еще раз повторюсь, one-to-one будут проблемные. Я вам буду говорить, куда копать, в какую сторону, чтобы вы сразу понимали. И вам, соответственно, нужно будет подготовиться к раскопкам в конкретном направлении. Это первый момент. Теперь, что у нас еще? У вас будет домашнее задание провести one-to-one в команде одному либо 2 ребятам, как хотите, любому человеку, любому вашему контрактору, и в LMS-ке к этому заданию ответить и описать, сделать такое короткое саморефлексию, что у вас в one-to-one получилось, что не получилось, как вы себя на one-to-one чувствовали, было вам комфортно, нет, удалось ли вот природным образом вести беседу, и что нового вам удалось применить. То есть у вас задача будет на вот этом тренировочном командном one-to-one попробовать что-то новое. Я это все в чатике продублирую, не переживайте, что вы что-то забудете. Дедлайн к этому домашнему заданию, то есть не только проведенный one-to-one, а и summary к нему, это следующий вторник. Поэтому вам нужно будет поторопиться и за эту неделю, максимум за понедельник, с этим заданием уложиться.
И еще одно последнее. У нас во вторник следующий будет мастер-майнд сразу после недели вантуванов, и вы уже можете накидывать кейсы к мастер-майнду, чтобы мы там уже отдавали вам их на голосование. Угу. Окей, вопросы? Нет вопросов. Хорошо, все, тогда я все то, что только что озвучила, продублирую в чатик, а вам хорошего вторника и встречаемся в четверг на практику. Хорошего дня. Пока-пока. Хорошего дня. Спасибо, хорошего дня. Пока. Хорошего дня.